Всем доброго дня, меня зовут Надежда, и я рада приветствовать вас у себя на канале. Сегодня у нас очередное видео о носочках. Это носочный флешмоб, который организовала Анна Полозняк. Ссылку на ее видео приглашение к участию я оставлю в инфобоксе. И, конечно же, я присоединяюсь к этому флешмобу. Списков участников в данном случае не будет. Будет рабочий хэштег, который вы также найдете в инфобоксе. Решетка носочное нижнее подчеркивание флешмоб, нажав на который вы можете просмотреть видео девочек, видео, снятое на эту тему, да, а также видео Анны, приглашение к участию, скажем так. Ролики будут интересными, полезными. Все о носочках, из чего вязали, как вязали, всю информацию, которая у нас есть, да, о носочках, вы можете увидеть. Думаю, что у девочек ролики будут более информативными, поскольку девчонки записывают и расход, и метраж пряжи, и все остальное. У меня немножечко записи эти не сохранились, поэтому будет демонстрация моей, скажем так, носочной коробочки, что у меня накопилось, куда и зачем, да. Также сегодня у нас 3 июля, я живу в Белоруссии, да, и сегодня День независимости моей страны. И, пользуясь случаем, хочу поздравить всех зрителей из Беларуси, жителей Беларуси с Днем независимости. Пожелать, наверное, мирного неба, здоровья, счастья и удачи. Банально, но тем не менее. Ну, а мы продолжим, да. Сразу скажу, что если буду говорить о каких-то мастер-классах на канале, да, то они либо уже есть, либо и которые мастер-классы еще будут, я буду об этом говорить. Если какой-то мастер-класс есть, да, то, естественно, вы можете проявляться по каналу и найти у меня данные мастер-классы в определенных плейлистах. Если, конечно, модели вам понравятся. Ну, а мы приступим. Я начну со следочков, которые у меня есть в наличии. Давайте немножечко подвинем и начнем рассматривать. Первая моделька. Это вот такая. Модель связана из Ализе хлопок. Мастер-класс есть на канале. Ушло совсем чуть-чуть, вязала спицами номер 3. Вот эта вот желтенькая отделка, это другая пряжа, к сожалению, не помню название. Метраж и расход я, увы, не записывала. И чтобы сэкономить ваше время, я, наверное, не стану взвешивать каждое изделие, потому чтобы видео не было слишком затянутым, да. Моделька вот такая. Один шов присутствует сзади только, и все. Вяжется просто и легко. Следующая модель – это тапочки, скороходики такие. Связаны, по-моему, из слонимской пряжи. Вот так вот выглядит верх в этих тапочках. Они абсолютно бесшовные. Вот так вот выглядит задник. Удобно сидят на ноге. В принципе, вместо тапочек имеет место быть. Дальше. Вот такая вот моделька. Следочки с косой. Вот. Тоже очень удобно. Вот эту модельку у меня успели мои покупатели распробовать. И надо будет навязать еще на наличие такой модельки, потому что вот осталась одна последняя пара. Тоже есть мастер-класс. Дальше. 2 одинаковые модели, только связаны из разной пряжи. Да, это следочки с дырочками. Выглядят они вот так. Тоже как тапочки. Можно использовать как следки в межсезонье в кроссовке, если из тоненькой пряжи связать. Тоже удобно. Связаны без швов. И тоже есть мастер-класс.
Дальше две пары слитков с помпонами. Одни связаны из квадратов, вот так. Вторые тапочками, тоже одним полотном из прямоугольника. Эти две пары вязались у меня в рамках совместного проекта «Носочная дюжина». Далее тоже следочки вот такого образца. Красненькие вязались тоже на камеру. Вышел недавно, вот буквально мастер-класс по ним, связаны одним полотном. Вяжутся просто, за вечер можно связать запросто. Далее, вот такие простые следочки вяжутся с пятки и заканчивается клином. Использована обвязка рачий шаг. И такие вот тоже обыкновенные следки с элементом английской резинки. На эти следки мастер-класс уже вышел, на эти он отснят и сейчас находится в монтаже. На моменте монтажа, да, тоже выйдет на канале. Вяжутся просто, быстро и легко. Вязалась стопроцентного пана, вот эти коричневые носочки, в принципе, следочки точнее. В принципе, можно вязать из любой абсолютно пряжи, которая у вас есть, и на разный размер. В своих мастер-классах, как правило, я показываю, рассказываю, да, как рассчитать на следки на тот либо иной размер. Я думаю, вам будет понятно. Разберется даже начинающая рукодельница. Дальше вот такие вот следочки, носочки коротенькие на 2 спицах с рисунком. Тоже есть на них мастер-класс, кстати, по этой же пряже. В плейлисте со следками вы можете их найти. Коротенькие в кроссовке на межсезонье самое то. Дальше продолжим на следках. Опять же таки. Вот такие вот следочки, тапочки, листочки. Тоже есть мастер-класс. Данная конкретная модель связана из пряжи Полесье. Полушерсть в 2 нити. По пряже могу сказать, что стираю эту пряжу в машинке. Ничего с ней не становится. Пряжа белорусского производителя. Поэтому смело могу рекомендовать не только на носочные изделия, но и на плечевые в том числе. Далее. Вот такие вот следочки, тапочки для дома с дырочками. Выглядят эффектно, на ноге смотрится очень хорошо. Вот так. Без шва абсолютно. Подошва связана платочной вязкой. Сами следки лицевой гладью. Дальше. Вот такая вот пара следочки-ракушки. Мне эта модель особо нравится. И вяжу ее очень часто и на регулярной основе. На обе вот эти розовые модели есть мастер-классы в плейлисте следки. Далее вы перед собой сейчас вы видите 2 стопочки носочков, да? И здесь у меня 9 пар, они разных цветов. Что это за носочки? Сюда я извязывала все остатки. По пряже я не скажу, что это. Здесь вот такие цвета присутствуют. И розовые, серые, да? Что это за пряжа, я вам не скажу. Потому что, повторюсь, на вот эти обычные носки, как правило, я извязываю остатки. Что подразумеваю под остатками? Это моточки, из которых уже кроме носков ничего не свяжешь. Не свяжешь в том плане, что либо не хватит на что-то другое, кроме носочков, следочков или еще чего-нибудь, да. И сюда же я использую в носки в обычную нить из распуска, да. Да, я периодически распускаю изделия, вот как раз таки на носки следки, потому что, как бы, если пряжа хорошая, почему бы ее не использовать и не дать ей вторую жизнь. Здесь вот в этих серых это шерсть, было шерстяное изделие фабричное. В принципе, почему нет? Как распускать
фабричные изделия, как считать метраж пряжи, если вы не знаете, как выравнивать пряжу после распуска. У меня есть видео на канале, коротенькое, буквально 10-минутное, в плейлисте «Шпаргалки для рукодельницы». Там собрана вся информация, как работать с распущенной пряжей. Если вам интересно, можете пройти и посмотреть. Там я рассказываю даже, как померить метраж пряжи, если он вам неизвестен. Носочки, повторюсь, самые обычные. Что есть по носкам у меня отдельно, да. Есть несколько вариантов пяток, закрытия мысков. Тоже вы можете найти на канале. Такие фрагментарные видео, да. Если вам не нужен целиковый целый мастер-класс, то мастер-класс по пяткам, по мысочкам, да, по закрытию, вы можете найти там. Пятки такие у меня на канале есть мастер-классы, как пятка стронг, пятка бумеранг и бабушкина пятка, да. Также два вида закрытия мыска. Повторюсь, самые обычные с резиночкой. Долго на данных носочках останавливаться, я думаю, что не стоит, потому что самые обычные носки, наверное, мы с вами вяжем все практически в той или иной период жизни, да. Поэтому, если будут какие-то дополнительные вопросы по обыкновенным носочкам, таким обычным, да, задавайте в комментариях, более подробно остановлюсь и расскажу. Но, как по мне, по простым носочкам, по обычным таких видео на YouTube уже достаточно. Но если вам нужна информация конкретно от меня, то задавайте свои вопросы в комментариях. Здесь у меня, повторюсь, 9 пар, самые обычные носки, которые мы вяжем с вами все. По пряже не скажу, что это за пряжа, не знаю, потому что, ну, повторюсь, вяжу из того, что остается. Не всегда я использую носочную пряжу на носки, потому что, ну, не всегда есть такой смысл. Выбросить какую-то пряжу хорошую мне просто жалко, поэтому не знаешь, что вязать, вяжи носки. Следующие две пары носочков — это носочки с узором посередине. На красных будет лучше, наверное, видно узор сам. Узор выглядит вот так. Полулист я его называю. На канале есть мастер-класс. Опять же таки повторюсь, есть полноценный мастер-класс по данной модели именно носков в плейлисте носки, да. Есть по узору отдельно, по пятке бумеранг отдельно, мастер-класс я имею в виду, и по закрытию ленточным мыском также. И напомню, что есть полноценный мастер-класс полностью по носочкам. Здесь использована пятка бумеранг, а в этих носочках, в этих, использована обычная бабушкина пятка. Все это вы можете найти у меня на канале, если вам, конечно же, нужно. Далее. Две пары розовых носочков. Вот такие. Вот эти носочки связаны из акрила в два сложения. Вот так выглядит узор. Узор павлиний хвост, по-моему, да. Есть у меня тоже мастер-класс, как он вяжется по кругу и обратно поворотными рядами. Здесь использована пятка, обычная бабушкина квадратная, я ее вяжу чаще всего. Две пары одинаковых носочков, в принципе, на наличие имеет место быть. Далее, вот такие вот носочки тоже этим же узором связаны. Это пряжа белорусского производителя, тоже Ореола, 100% альпака. Вязала для себя, но вот еще как-то мне хватало носочков, и поносить, потестировать не удалось, но именно пряжу в носках. Но вязала я себе из этой пряжи шарфик. Пряжа очень теплая, несмотря на то, что она тоненькая. Вот эту пряжу могу 100% рекомендовать. К сожалению, у меня не осталось от нее этикетки. Но Ореола альпака, вот если будете видеть в магазинах своих городов, обязательно, ну, попробуйте. Возможно, она вам тоже понравится. Теплая, классная, стирается в стиральной машинке неплохо. Я повторюсь, тестировала шарфик, стирала в стиральной машинке, не сваливается, не скатывается. Тоже могу рекомендовать. Да? Дальше. Вот такие вот носочки с ажурным поголенком. Начинала вязать в совместном проекте «Носочная дюжина», который у нас в мае проходил, тоже с Анной Полозняк. Отсняла вот этот поголенок попетельно, да, как поставить рисунок в поголенке. Рисунок довольно
неплох, можете найти на канале. Обычная бабушкина пятка и ленточный мысок. Вот эта пряжа фабрики Полесье, полушерсть, вязала в одну нить на размер 36 и уходит меньше 100 грамм на 36 размер. Расход очень хороший, вязала на спицах номер 3. Меня, в принципе, модель устроила. Они получились не широкие, не толстые и, в принципе, в зимнюю обувь могут очень даже подойти. Пряжу рекомендую. Стираю ее в стиральной машине. Опять же таки, уже хорошо потестировала. Не сваливается и не скатывается. Ну, относительно, потому что это все-таки носки, да, и тем не менее, на многих пляжах катышки появляются гораздо быстрее, нежели на этой, поэтому рекомендую. И последняя на сегодня моделька, это вот такие вот носочки, тоже паголинок с косичкой. Единственное, что не фокусируется у меня камера на эту пряжу. Выглядит он вот так. Это тоже какая-то полушерсть, но я не помню, что за она. У меня не осталось этикетки, поэтому показывает то, что есть. Размер 37 примерно. На камере он выглядит, конечно, поменьше, но по размеру 37-38. Вот. Столько у меня связано носочков, да. Расскажу немножечко, почему, положу пару работ в кадр, чтобы вам было повеселее. Часто задают такой вопрос, да, зачем столько носков? У меня открыто ремесленничество, да, и я вяжу не только для себя, но и для продажи. Периодически в сезон я их распродаю и немножко на этом зарабатываю, да. Как заработать на вязании и рукоделии? Есть у меня видео на канале, если нужно будет, оставлю ссылочку, да. И, в принципе, я на этом зарабатываю, да. Если вам нужна информация будет по поводу ремесленничества, как открыть, что это дает, напишите в комментариях. Это уже будет, наверное, тема отдельного видео, чтобы не смешивать все до кучи, что называется. Если вам нужно поподробнее о ремесленничестве, дайте мне знать, я отдельно запишу такой небольшой ролик на эту тему, как, что, зачем и почему, но вот как-то так. Поэтому на наличие, на продажу, в свободную продажу, да, для рынка, для ярмарок я вяжу именно аксессуары. Это не только носочки, но поскольку сегодня тема наших роликов именно носки, поэтому сегодня показываю только носки. Но, в принципе, на свободную продажу я вяжу также еще шарфики, шапочки, варежки и прочие аксессуары. Поэтому отсюда и столько носков. Наверное, конечно же, для себя их столько не нужно, но когда вы занимаетесь, скажем так, вязанием на продажу, да, в свободную продажу, вы ездите на ярмарки, например, на выставки, либо вы продаете свои изделия на рынках вашего города, либо на других площадках в интернете, то, конечно же, на наличие должны быть уже готовые изделия именно для продажи. Поэтому у меня их так и много. Вот. Я думаю, что на сегодня я буду заканчивать. Все полезные ролики, о которых я сегодня говорила, да, мастер-классы, разговорный жанр, как зарабатывать на вязании, да, все есть у меня на канале. Можете прогуляться, посмотреть то, что вас заинтересовало. Если вдруг что-то не найдете, пишите в комментариях. Я оставлю, конечно же, все ссылочки, которые будут вам нужны. Если у вас возникнут дополнительные вопросы, ответы на которые вы не нашли у меня на канале, конечно же, задавайте их в комментариях, и мы с вами пообщаемся. Либо же в формате вопрос-ответ в комментариях, либо же это будет съемка отдельного дополнительного видео с ответом на ваш конкретный вопрос. Поэтому будем общаться. На сегодня у меня все. Спасибо за внимание и пока.